Как говорилось в том анекдоте: папа, теперь это наша с тобой Библия, нет, сынок, теперь это наша с тобой Кама-сутра. В этот скутер вложено уже столько, что продавать его нет никакого смысла. Слишком поздно, я уже часть корабля. Она хотела сделать хорошо. Ну а получилось так, как получилось. Сколько же денег на самом деле было просто выброшено в трубу при ремонте этого двигателя? 3,5 литра на 2100 километров. Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас главный герой данного видео — это двигатель от Suzuki Burgman 650. Двигатель с очень сложной историей, который попал к нам на переделку. И сегодня мы поговорим о ремонте двигателя, а точнее о том ремонте двигателя, который делать нельзя, по крайней мере, если вы не хотите выкидывать деньги в мусорное ведро или жечь их в костре. Итак, вот такой он, Burgman 2003 года. Мы его уже разобрали, процесс разборки мы не снимали, потому что я не планировал, что это видео появится. И судьба у него достаточно непростая. Он был куплен в Белоруссии то ли в 2012, то ли в 2013 году. Его, соответственно, купил там человек. И пока ехал на нем в Москву, с системой охлаждения у него были проблемы. Он перегрел двигатель и сразу же попал на его замену. Это первая 650-ка, на которой я вообще за всю историю Антоха Гараж менял двигатель. И у меня уже тогда был бэушный двигатель. Хотя нет, вру, наверное, уже вторая. На тот момент пробег у двигателя, который я ставил, был всего 30 тысяч километров. Но, к большому сожалению, годы идут. Реальный пробег этого мотора уже неизвестен, так как владелец уже сменился. Сейчас этим скутером владеет девушка, и со временем у девушки к двигателю появились определенные вопросы. Первое и самое главное, он начал заметно подъедать масло. Да, конечно, 650-ки, даже с новья, все немножко его подъедают. Но я обычно советую начинать напрягаться, когда расход заметно превышает 300 грамм на 1000. Это уже, в принципе, в любых режимах ненормально. Кстати, лайфхак: многим помогает переход на другое масло. Также хотелось избавиться от других дефектов, таких как дизельный звук, который с большим пробегом уже, естественно, стал совсем невыносимым. И так далее. Поменять всякие сальнички. В общем, привести полностью в порядок двигатель, так как в этот скутер вложено уже столько, что продавать его нет никакого смысла. Он дорого не стоит, как говорится, слишком поздно, я уже часть корабля. Тогда еще хозяйка этого скутера не имела опыта работы со мной и поехала в какой-то рандомный мотосервис, понятия не имею в какой. После ремонта в нем этот скутер уже приезжал ко мне в сезон в прошедший, и вот в этом видео я рассказывал подробности. Честно говоря, мне становится не по себе, когда я понимаю, сколько же денег на самом деле было просто выброшено в трубу при ремонте этого двигателя. И я так понимаю, что у хозяйки особой цели сэкономить не было. Она хотела сделать хорошо. Ну а получилось так, как получилось. Так что же в итоге произошло, что теперь он у нас на подъемнике и перебирается еще раз? Все началось с переборки двигателя. За зиму скутер разобрали. Дальше разобрали полностью двигатель, заменили муфту, которая отвечает за дизельный звук, поставили муфту нового образца, чтобы об этом никогда больше не знать. Заменили сальники, ну, в общем, все, что я вам уже показывал и много раз. Далее были вопросы к поршневой. На этом скутере установлены еще цилиндры старого образца. До 2005 года цилиндры можно расточить, они имеют чугунные гильзы, они, в принципе, ремонтопригодны. Но расточки сделано не было. Ребята взяли просто новые кольца номинальные и на изношенные цилиндры нанесли сверху еще один какой-то колхозный хон. Я понятия не имею, как это делалось, но сужу потому, что вижу. На подвеску вот убитые сайлентблоки, там подшипники маятника, как я понимаю, забили. Ну, это, в общем, ладно, об этом позже. Собственно, скутер отдали его счастливой обладательнице, хотя на тот момент сильно счастливой она не была, потому что когда она забрала скутер из сервиса, выяснилась проблема, из-за которой она не имела возможности на нем нормально передвигаться. Это проблема — дикий расход топлива.
Соответственно, она вернулась в этот сервис, там все проверяли, перепроверяли, меняли все подряд, но ничего не помогало. Последней каплей была замена цепи ГРМ, перепроверка фаз ГРМ в 10-й раз, после чего скутер был погружен на эвакуатор и перемещен к нам в мастерскую, о чем я уже показывал в том видео, на которое уже давал ссылку. В процессе этого ремонта уже под конец я пытался давать какие-то советы удаленно, но у меня ничего не получалось. А когда скутер приехал сюда, уже при беглом осмотре в первый же день, буквально за 10 минут, была выявлена проблема, которая оказалась причиной. Просто-напросто каким-то образом при снятии двигателя сбили регулировку датчика положения дроссельной заслонки. Он даже не требовал замены, он оказался в полном порядке. Его надо было просто по мануалу отрегулировать по опорным напряжениям. После того, как я это сделал, проблема с тем, что двигатель дико богатит, ушла полностью. Но уже тогда по запаху выхлопа я понимал, что что-то здесь явно не так. И что-то явно не так у этого двигателя с расходом масла после этой капиталочки. Прошел сезон. По итогу, знаете, сколько составил расход масла? Прям владелица засекала. 3,5 литра на 2100 километров. Как вам? Сильно? Больше, чем у любого двухтактника. В итоге у нас очередная зима, а данный бедный скутер уже опять в сервисе. Значит, привезли нам его уже без пластика, там много всякой навесухи, так было проще и владелице, и нам. Соответственно, мы вновь сняли с него двигатель и начали смотреть и разбираться. То есть, по внешке тут понятно, что сайлентблоки мертвые, подшипники маятника не отрегулированы, маятник болтается, все как-то сделано так вот, не очень. Далее мы начинаем его разбирать и начинаем анализировать вообще, так скажем, культуру производства тех, кто работал с этим двигателем. Значит, первое, что бросилось в глаза, это то, что я всегда проверяю. Головка прикручена на 6 вот таких вот типа одинаковых болтах. На самом деле 5 одинаковых, а один 6 на 5 мм длиннее. И вот этот вот болтик, который на 5 мм длиннее, в мануале обращено внимание, что он должен быть прикручен вот сюда. В нижнее отверстие правое, если смотреть на двигатель спереди. И если этот болт оказывается не на месте, то я уже сразу делаю вывод об этих мастерах, что мануал они не открывали, либо открывали, но не читали. Потому что болт был закручен вот сюда, в нижнее левое отверстие. То есть просто рандомно, куда попало. Я понятия не имею, может ли это привести к каким-то последствиям, но для меня это уже явный тревожный звоночек. Собственно, тут еще было найдено много всего интересного, но самое главное, что стало понятно, что на самом деле никакой капиталки-то и не делалось. Люди взяли просто изношенные цилиндры, а здесь еще стоят цилиндры с чугунными гильзами, которые, в принципе, ремонтируются, их можно расточить под ремонт, предусмотрен ремонтный размер. Этого, конечно, почти никогда никто не делает, это редкий случай, но все же это можно сделать. С 2005 года цилиндры только менять. Значит, они просто по изношенным цилиндрам нанесли какой-то свежий колхозный хон, значит, взяли, купили новые кольца и, видимо, не вникая в какие-то там размеры или что-то еще, просто собрали это все дело в кучу. Естественно, зазоры все увеличенные, цилиндры уже наверняка не очень круглые, наверняка у них есть какая-то бочка, потому что там даже сквозь этот хон просвечиваются пятна износа, которые он не перекрыл. И, естественно, расход масла резко увеличился после такой офигенной капиталочки, потому что замена колец – это вообще процедура, знаете, я ни одного двигателя практически не видел за всю свою практику, а я много различных двигателей собирал. Вот прям начиная от, Адреса 110, Бургманов и заканчивая 911 Porsche. У меня, в этом плане достаточно большой опыт. Я очень много работал в автосервисной теме. И я ни разу не видел, чтобы износились кольца, вот прям износились, чтобы их был смысл вообще трогать. Но при этом в идеале был бы цилиндр или поршень, или все это дело. То есть, как правило, если ты подходишь к ремонту, то к нему надо подходить комплексно. И если ты принимаешь какое-то решение, то его надо принимать на основании мануала, на основании каких-то допусков. Чего, к большому сожалению, большая часть людей в нашей стране не делает.
Как говорилось в том анекдоте: папа, теперь это наша с тобой Библия, нет, сынок, теперь это наша с тобой Кама-сутра. Конечно, при разборке двигателя мы наткнулись на массу интересных вещей, которые свидетельствуют просто о колоссальной некомпетентности и невнимательности специалиста, который собирал этот двигатель. Мне очень печально понимать, что у меня есть коллеги, прости господи, которые делают такую работу. Как говорит один мой хороший коллега, бракоделы. Вот. И очень бросается в глаза и подтверждает мои слова то, что мы наблюдаем, что поршни в этом двигателе установлены не той стороной. То есть на поршнях всегда есть точка. Причем, как правило, это правило работает даже на советской технике. То есть ничего нового нет. Любой моторист, даже не открывая мануал, должен знать, это просто как отче наш. Ночью разбуди в любое время, он тебе скажет, куда смотрит точка на поршне. Точка на поршне всегда, как правило, смотрит на выпуск. Может, и есть исключения в этом мире, но я их не встречал. Здесь у нас точка стоит со стороны впуска. Значит, что вообще, за что отвечает эта точка? На четырехтактном двигателе нет такого, что там кольца попадут в какой-нибудь там канал или что-то еще. Однако есть другая проблема. Вот эти вот выемки под клапана, которые сделаны на поршнях, естественно, чуть-чуть разного размера. И подвпускные клапана, они, соответственно, чуть больше, подвыпускные чуть меньше. Значит, в худшем случае, чего здесь не произошло, это может привести в определенные моменты к касанию клапанов клапанами поршней, а, соответственно, как минимум, это может привести к неправильному смесеобразованию, потому что двигатель – это все-таки вещь, которая очень четко рассчитывается инженерами. Но в любом случае допускать такие детские ошибки – это уже глупость. Когда я толком еще не делал никаких замеров, мне очень быстро стало понятно, даже по визуальному осмотру, что эта поршневая свое отжила. И единственное, что можно сделать с этим блоком цилиндров, это расточить его под ремонтный размер. Значит, визуальный осмотр, это ладно, это все субъективно, но мне достаточно было одного замера, учитывая, что я знаю, что эти кольца новые. Я просто взял верхнее кольцо с одного поршня, вставил его в цилиндр и замерил зазор в замке кольца. Он оказался 0,6 мм, а сервис-лимит с допуском на все возможные износы составляет 0,5 мм. То есть даже на новых кольцах, то есть износ цилиндра такой, что даже на новых кольцах сервис-лимит уже превышен. То есть, соответственно, износ просто огромный. И, естественно, с таким зазором в замке ничего работать нормально не будет. О чем и свидетельствует то, что верхняя часть поршней просто намыта маслом. И, в принципе, это подтверждает то, что расход масла был просто гигантским. Но у меня в этом и сомнений не было, потому что я видел, слушал и нюхал, как работает этот мотор. Хочу сразу открыть мануал и привести некоторые допуски по этому мотору. Да, будет нудновато, но я постараюсь быстро. Значит, нас интересует минимум. Это зазор между поршнем и цилиндром, потому что по кольцам тут все и так понятно, но ладно, кольца могут быть с браком, кольца могут быть не показателем. Значит, номинальный зазор стандартный от 0,045, то есть 4,5 мм, до 0,055, то есть 5,5 мм. А сервис-лимит 0,12 мм, то есть 12 соток. В принципе, для наших замеров этого будет достаточно. Я хочу сейчас прямо при вас промерить зазор цилиндр-поршень. Я не отмывал ничего. В принципе, этого и так можно не делать. Замер будет немножко колхозный, потому что я не буду выставлять, соответственно, микрометр в целое значение по эталонным пластинам. Я просто замеряю поршень, по нему зафиксирую микрометр, по нему выставлю нутромер и попробую померить зазор между поршнем и цилиндром. Заодно мы посмотрим геометрию цилиндра. Кстати, что немаловажно, это у нас показатель по кривизне цилиндра, который здесь, по-моему, к сожалению, не указан. Но по-хорошему, если кривизна превышает 2-3 сотки, то это уже цилиндр в расточку. Это вот такая практика. Кривизна, бочка, любая разница размеров по сторонам. Итак, как делается колхозный замер? Мы берем микрометр и замеряем просто-напросто поршень в самой его
толстой, так скажем, части. Далее мы фиксируем этот размер, чтобы он никуда не ушел. Микрометр убираем в сторону. Здесь у нас размер примерно 75,45 миллиметра. Далее мы берем этот микрометр, аккуратненько его фиксируем в тисках, выставляем по нему нутромер. Возможно, вопреки распространенному мнению, но я считаю, что данный инструмент должен быть в абсолютно любом сервисе, который занимается ремонтом двигателей. И хотя бы базовые навыки его использования. Ну, либо же надо постоянно ездить во всякие станочные цеха, где будут делать профессионалы замеры. Но хотя бы для базовой диагностики это очень полезно. Тем более, что этот инструмент на самом деле не так дорог, как некоторые привыкли думать. Вот, я выставил 0, и нулю по вот этой шкале у меня равен, по сути, диаметр поршня максимальный. И теперь мне нужно, исходя из этого нуля, произвести замер самого цилиндра. Размер, естественно, будет немножко больше. И вот насколько он будет больше, такой у нас и будет зазор. Естественно, замер мы будем производить в разных плоскостях и в разных точках. Итак, далее мы берем цилиндр, из которого снят данный поршень. И начинаем, соответственно, делать замер. Это у нас низ. Часть, которая как бы не изношена. И у нас здесь уже 9 соток. Далее идем ниже. 9 соток. 9, почти уже 9,5. Напоминаю, что стандарт 4,5, 5,5, то есть 5 соток. Стандарт уже превышен, а лимит 0,120. То есть 12 соток. Значит, идем дальше. Чем дальше, тем у нас больше износ от колец. Ну, тут 9 по-прежнему. 9,5. 9 там с копейками. Ну, правильно говорить 9, потому что погрешность является ценой деления у практически любого измерительного прибора. Это все, я думаю, на физике все проходили. Значит, в этой плоскости более-менее. Можем, в принципе, второй цилиндр по этому же поршню промерить. Ну, это неправильно. Надо, конечно, мерить по своему. Значит, теперь мы это все дело переворачиваем. Сейчас я сделаю, чтобы вам, возможно, было что-то видно. И меряем плоскость противоположную. Здесь мы видим 6,5 соток. То есть разница уже достигла 3 соток по эллипсу. 8 соток. 8 соток. То есть бочка уже в этой плоскости 1,5 сотки. 7 соток. 7 соток. 7 соток. 6 соток. Далее я промерил диагональные размеры и пришел к выводу тоже, что они, откровенно говоря, пляшут. До сервис-лимита нигде не домерил, но стандарт превышен довольно сильно, и мы очень близки к сервис-лимиту. Плюс ко всему, хон сделан очень грубо. Риска гораздо грубее, чем с завода, и глубину риски мы замерить никак не можем. Но я думаю, что пара-тройка соток у нас еще на эту риску уйдет, через которую тоже попадает масло в цилиндр. Ради любопытства я провел такой же замер во втором цилиндре, и там, в принципе, точно такие же очень похожие показатели, только там еще в нижней части есть задирчики неприятные. Уж не знаю, как бы, что это было, но это были какие-то старые задирчики еще до хонинговки. Значит, собственно, там максимальный зазор, который я намерил, это 11 соток, что уже, в принципе, является почти сервис-лимитом. На практике с такими значениями мотор нормально, с минимальным расходом масла ездить физически не может. Поэтому
поршневую нужно по-хорошему точить или менять. В любом случае, если есть эллипс или бочка более 3 соток, то ни о какой замене колец речь идти не может, потому что никакие кольца никогда к этому делу не притрутся, к большому сожалению. Понятное дело, что у нас сервис-лимит по кольцам еще может быть чуть-чуть превышен за счет того, что они поработали, то есть они пытались притереться к кривому цилиндру, за счет этого быстрее изнашивались, естественно. Но это уже истории в пользу бедных, то есть имеем факты, и наша задача сделать гарантированно хороший мотор, без каких-либо там шансов на то, что у нас что-то пойдет не так, потому что любые переделки всегда обходятся дороже, и никому не нужно тратить бесценное время. Я обсудил это все дело с счастливой обладательницей этого прекрасного аппарата. И мы пришли с ней, в принципе, к единственному правильному выводу. Это отправить этот мотор в рай за все его мучения и собрать для этого скутера другой мотор полностью с нуля. Почему мы не перебираем этот мотор? Потому что в нем найдено такое количество ошибок и такое количество проблем, как бы мы могли бы только собрать на него другую поршневую, но я боюсь, что при попытке его эксплуатации могут вылезти какие-то еще проблемы, которые скрываются глубже. И проще просто начать все с чистого листа, чтобы потом не обрабатывать постоянно эти ошибки, соответственно, каких-то сторонних мастеров. Как вариант подешевле, я предлагал установить двигатель, который я собирал в видео вот здесь. Он у меня пока что до сих пор лежит. В общем, прошла только зима, сезон еще не начался. И этот вариант был действительно хорошим. Но поскольку чисто случайно у меня есть новая поршневая и уже расточенный под нее блок цилиндров, то мы решили сделать уж совсем хорошо с новой поршневой, чтобы мы точно могли дать гарантию, что этот двигатель проходит достаточно долго, без каких-то ощутимых проблем. Друзья, я надеюсь, что было познавательно, и в случае, если вы решитесь своими руками ремонтировать двигатель, то вы будете как можно внимательнее, чтобы не допускать всех этих ошибок, и других, соответственно, тоже. А в случае, если вы обращаетесь за ремонтом двигателя в какой-либо сервис, в какой угодно, чтобы вы были более подкованы и чтобы было меньше шансов вас каким-то образом обмануть. Делайте свои двигатели хорошо, а лучше еще, чтобы они у вас никогда не ломались. Ездите всегда на классной технике. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду очень рад. Всем пока!